Привет! В этом видео я хочу кратко сравнить двое часов от Orient. Это Komatsu 3 и Ray 2. Сразу скажу, что у Komatsu не оригинальный ремешок, он шел с браслетом, но для большей одинаковости я надел ремешок. Ну что, сразу бросается в глаза разница в размере. Komatsu больше и Ray чуть меньше. Давайте посмотрим. 44 миллиметра в диаметре, в толщину почти 13 миллиметров. 49,5 миллиметров высоту от ушка до ушка. Перейдем к Ray 2. Здесь диаметр 41,5, толщина 13, высоту 47,2. Чуть меньше. Взвесим Komatsu. 115 грамм вот на этом резиновом ремешке. 102 грамма. Меньше и легче. Если сравнивать задние крышки, то они очень похожи. Ну и если сравнивать внешний вид, мы видим, что форма часовой стрелки, она заметно отличается. Форма минутной стрелки немного отличается, при этом у Komatsu стрелки такие острые. Ну и метки у Orient Ray, они круглые, кроме меток на 6, 9, 12 часов. У Komatsu все метки прямоугольные, и на 12 часов мы видим, что здесь сдвоенная метка. А здесь она такая в виде трапеции. Кроме того, мы видим разницу в том, как оформлено окошко с датой. Здесь мы видим такую окантовку металлическую. Здесь никакой окантовки нет, но есть полосы сверху и снизу от даты. Секундная стрелка очень похожа по форме. Единственное, что у Ray, у секундной стрелки, мы видим красный такой кончик. Надпись снизу очень похожа, выполнена похожим шрифтом Water Resist. Правда, здесь 20 бар, а здесь 200 метров. Также обращу ваше внимание на то, как по-разному выглядит безель. Из плюсов могу отметить, что у Ray здесь есть Lume Pip, то есть светящаяся точка. Это приятно. Также форма безеля отличается. У Komatsu это более такой ровный срез, у Ray это такой скошенный срез. Давайте посмотрим, как работает безель. 120 кликов. Вращать этот безель не очень удобно, потому что из-за его формы нету большой площади сцепления. Достаточно неудобно его вращать. Что насчет Komatsu? В форме безеля другая, он сам больше, и хватать его удобней. Гораздо проще. Очень удобно его хватать. Те же самые 120 кликов. А что касается заводной головки, также отличается и по размеру, и по насечкам. Я сейчас вам продемонстрирую. У Komatsu заводная головка больше, и работать с ней приятнее. То есть ее легче можно схватить и крутить. У Ray 2 она меньше, во-первых, и во-вторых, вот эти защиты головки, Crown Guards, они ее полностью закрывают таким образом, что работать с ней не так удобно, как с Komatsu. То есть она меньше. И для меня минус в том, что когда завинчиваю заводную головку, я не могу понять, когда она завинчена до конца. То есть надо прикладывать усилия, и чтобы убедиться, что она до конца завинчена. Иначе получится, если я залезу под воду и наберу воду в механизм, это будет неприятно. Вот здесь, конечно, минус. Светят оба
экземпляра достаточно хорошо, и трудно отдать предпочтение каким-то одним часам. Единственный такой очевидный плюс, я бы сказал, что у Ray на безеле есть вот эта светящаяся точка Lume. Это, конечно, плюс. В остальном, я думаю, что похоже, что паритет. Но как смотрится часы на руке, мне больше нравится, конечно, Ray. По внешнему виду и размер для меня тоже подходит. На мой взгляд, мне больше подходит Ray. Камаса все-таки на большую руку. Ну и да, по дизайну все-таки мне Ray больше нравится. Точно замерять не буду, потому что у них стоит одинаковый калибр. В этом плане они одинаковые. Вот такое сравнение. Что вы думаете по поводу этих часов? Какие нравятся лично вам больше? Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я на этом с вами прощаюсь и пока.